Мы пойдем другим путем. Второй разворот России на восток еще раз подтвердил ее решимость в сегодняшней ситуации отказаться от проекта «Южный поток». Нефть и газ пойдут в другую сторону. Собравшиеся на неделе представители ЕС обсуждали, как дальше быть, откуда брать газ в перспективе. Москву навстречу не позвали. Все разговоры были для внутреннего европейского пользования. Их результат – жесткое напоминание Болгарии и Венгрии. Не забывайте о европейских ценностях. И более мягкая Сербии. Она в ЕС еще не вступила. Белград юридически не обязан поддерживать антироссийские санкции, но обязан еще раз подумать, если собирается в евросемью. Западные политологи уже строят теорию заговора. Якобы на Балканах Россия может ударить Европу ее же дубинкой. Как некогда европейцы последовательно показывать балканским странам, как хорошо дружить. Ведь, пишут немецкие газеты, Россия традиционно и контракты заключает, и торгует с Сербией, и поддерживает Белград, не признавая Косово. И это уже выдержка из доклада немецкого МИДа. Российские инвестиции улучшили перспективы регионов в значительной степени, пострадавших от натовских бомбардировок. Мой коллега Евгений Баранов отправился в Сербию, чтобы понять, кто и во что на самом деле вмешивается. Настолько, что Евросоюз требует не открывать российский гуманитарный центр на юге Сербии. Сербия. До начала украинского кризиса ни она, ни все Балканы в целом не входили в число приоритетов Запада. Российское присутствие здесь не воспринималось ЕС и США как угроза их интересам. Они считали, что после уничтожения Югославии весь регион и так находится под их полным военным, политическим и экономическим контролем. Теперь же выяснилось, что обломки разрушенной ими же страны, по разным причинам не вступившие в Евросоюз и не втянутые в НАТО, пусть формально, но сохраняют возможность проведения независимой внешней политики, что совершенно недопустимо. И первой в этом списке оказалась православная Сербия, в отличие от многих здесь, связанная с Россией не только меркантильными интересами, но и прочными духовными и историческими узами. Смотрите, вам это ничего не напоминает? Нет, это не Киев год назад, это Белград в 2008-м. Это был год, когда Сербия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом и фактически потеряла Косово, провозгласившее тогда свою независимость. В судьбах современной Украины и Сербии вообще много общего. И если год назад прогнозы о неминуемости гражданской войны на Украине в случае успеха переворота в Киеве делались на основе трагической истории гибели Югославии, то теперь, когда эти прогнозы, к несчастью, сбылись, в Москве с настороженностью следят за тем, как будут развиваться события в маленькой Сербии, наотрез отказавшейся присоединяться к санкциям против России. Мы считаем очень опасными заявления со стороны стран Евросоюза о возможном новом кризисе на Балканах. И в этой связи считаем крайне опасными расширение использования технологий цветных революций, которые уже были использованы на Украине, и распространение их на страны, которые традиционно находятся в очень дружеских отношениях с Россией. Череда последних крупных успехов России на Балканах на фоне спровоцированной волны антироссийских настроений в остальной Европе не могла не взбесить наших западных партнеров. Особое раздражение вызвал октябрьский визит в Белград президента Путина и тот прием, который ему здесь устроили. Военный парад и совместные с русскими войсковые учения в стране, которые американцы уже 15 лет считают своим законным боевым трофеем. В то же самое время в соседней Боснии, в Республике Сербской, вопреки всем усилиям Запада, вновь переизбран президент Милорад Додик, откровенно высказывающийся в пользу союза с Россией. Кроме того, триумфальная мировая премьера нового фильма Никиты Михалкова в Белграде, освящение патриархом Кириллом памятника Николаю II, установленного прямо напротив президентского дворца в центре сербской столицы. Весь этот праздник непослушания оказался слишком болезненным, чтобы оставить его без ответа. В студии одного из центральных сербских каналов в прямом эфире спорят два человека. Один – лидер патриотического движения «Третья Сербия» Мирослав Парович. Другой – Срđe Popović, основатель всемирно известного центра прикладных ненасильственных акций и стратегий, сокращенно «Canvas». Это организация, созданная теми, кто 14 лет назад свергал в Белграде Милошевича, затем принимала участие во всех цветных революциях от Грузии до Египта. На этот раз Canvas обвиняют в подготовке операции по дестабилизации самой Сербии. Срđe Popović отвергает все обвинения, называя их чушью, и назначает следующие дебаты по этому поводу в суде. На следующий же день на улице Нови Сада, второго по величине города страны,
выходят люди, требующие от властей быть бдительными и не допустить провокаций, способных ударить по российско-сербским отношениям. Именно в этом контексте мы рассматриваем явно заказные антирусские акции, проводящиеся в Сербии в последнее время. Их участники требуют возместить сербским гражданам некий ущерб, якобы понесенный ими от приватизации сербской нефтегазовой компании НИС, контрольный пакет акций которой принадлежит российскому «Газпрому». После объявления об остановке проекта «Южный поток», что стало для Сербии плохой новостью, эти требования стали более радикальными. Их цель в конечном счете – дать антирусским силам повод потребовать от властей расторжения энергетического соглашения с Москвой и присоединения к санкциям против России. Первая в истории цветная революция произошла именно здесь, в сербской столице, в далеком уже 2000 году. Именно отсюда технология так называемого ненасильственного свержения неугодного Западу режима была перенесена на Украину, что подразумевало общность дальнейшей судьбы двух стран. И там откровенных западников, пришедших к власти после переворота, сменили те, кто получил голоса избирателей, обещая им разворот на восток. И там эти обещания не были выполнены. Постепенный отказ от собственного суверенитета в пользу Запада, что на Украине, что в Сербии, проходил под лозунгом превращения страны в некий мост между Россией и Европой. Украина оказалась первой, кому потерявший терпение Запад предложил роковой выбор – или-или. Результат известен. Теперь, похоже, очередь снова за Сербией.